Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня поговорим про еще одну перспективную игру в сети блокчейн, которая называется Nine Chronicles. Обсудим последние нововведения, которых за последнее время скопилось достаточно много, а также покажу, как подать заявку на бесплатный розыгрыш NFT. В общем, присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Перед началом расскажу про розыгрыш $60 от нашего канала среди наших подписчиков. Правила очень простые. Переходите по ссылке в описании, выполняйте вот эти очень простые задания, после чего мы случайным образом определим 3 победителей, которым и отправим призы на их кошельки. Кто уже давно с нами, знает, что это не первая такая акция от нас. Призы разыгрываем честно, деньги отправляем сразу. В общем, участвуйте и выигрывайте. Чем больше заданий выполните, тем больше шанс. По конкурсу все, двигаемся дальше. Давайте начнем с NFT. Как можно получить NFT гарантированно или же через случайный розыгрыш. Итак, переходим на вот эту страничку. Ссылочка, как обычно, будет в описании. И здесь все очень просто. Подключаем свой Twitter. Фоловим страничку Nine Chronicles на Твиттере, присоединяемся в Discord Planetarium, это разработчики игры, и нам нужно получить вот этот Catcollide статус, роль, да, там все тоже очень просто, там нажмете на самом деле одну единственную кнопочку, да, вот здесь вот написано, нужно будет нажать кнопочку Join, и сразу эту роль вам дадут. Дальше привяжите свой кошелек, MetaMask, желательно привязать тот, которым вы будете играть в игре или уже играете в игре, вот. Ну, кстати, для тех, кто первый раз вообще про игру смотрит, посмотрите мои предыдущие видео. Я там рассказываю, как зарегистрироваться, как играть, в чем смысл и самое главное, как тут можно заработать, да. Вот. Ну и дальше вы автоматически становитесь участником розыгрыша этой самой NFT. Что это за NFT? Вот здесь вот написано. Ну, какие-то она будет давать эксклюзивные награды в игре, плюс какую-то там дополнительную там, валюту, да, которая будет доступна только вот держателям этой NFT, какие-то дополнительные ивенты и дополнительные награды и так далее, и так далее. Пока непонятно, будут ли эти NFT торговаться где-то на каком-то рынке или еще где-то, пока об этом информации нет, но в целом подать, я думаю, можно, тем более на розыгрыш, ну, лишний, как говорится, не будет. Вот, дальше, как получить гарантированно, вот здесь вот есть инструкция, ну, вот здесь еще можно почитать про эту NFT, и вот есть инструкция, смотрите, на этой схеме написано, то есть вот тот путь, который я вам только что объяснил, он вас будет направить в конкурс, в котором вы будете участвовать, и если выиграете, то эту NFT получите. Есть также еще гарантированный метод, можно получить эту NFT гарантированно следующими путями, то есть держать 1000 VNCG на своем кошельке. VNCG, я вот недавно смотрел, было 0,09 центов, то есть 1000 VNCG это где-то примерно 90-100 долларов на данный момент, да, по текущему курсу. То есть держать их у себя на кошельке на момент розыгрыша, да, то есть розыгрыш пройдет, их можно будет обратно продать и так далее, да. Вот, дальше смотрите, еще получить роль бегемот, да, тут написано, это нужно достигнуть в чате Дискорда 9 плюс уровень. Ну, я так понимаю, это нужно просто очень много и долго общаться в Дискорде, потому что я один раз как-то пробовал эти уровни достигать, там максимум до 2 до 3 доходил, в общем, долго. Ну, если кто любит в Дискорде пообщаться, вот для вас метод есть тоже, как получить бесплатно, абсолютно гарантированно. И еще можно пригласить трех друзей в Discord, 3 плюс друзей в Discord канал, и тогда вам тоже дадут гарантированно эту NFT, да. Ну, друзья, я на всякий случай кину тоже свою реферальную ссылочку по приглашению. Если кому не сложно, регистрируйтесь в Дискорде по моей реферальной ссылке. Ну, как бы, если не хотите, то можете регистрироваться вот по этой ссылке. Ну, а если по моей, то как бы мне будет приятно. Вот, ребят, на этом по NFT все, по розыгрышу NFT все. Давайте приступим к самой игре. Ну и теперь давайте сразу, наверное, расскажу вам про нововведения, которых достаточно много. И первое нововведение, достаточно интересное и, на мой взгляд, продуктивное, это вот эти вот кристаллы, да, они здесь теперь у нас появились. Давайте небольшое отступление сделаю. Напомню, я в эту игру играю где-то с зимы.
Потом в последний раз я участвовал в мае в арене. Можете посмотреть мое последнее видео. Ну, немножко обиделся, скажем так, на игру, потому что долго так играла арена. Я там несколько боев пропустил, потому что просто я не смог зайти. И мои там транзакции в блокчейне не прошли. Из-за этого я занял там какую-то низкое совсем место не по своей силе. В общем, немножко обиделся и бросил ее на время. Просто злой был. Думаю, пусть, ладно, пусть разработчики ее чуть допилят, доделают, чтобы она была там поприятнее, побыстрее как-то. Я вернусь. И вот прошло там буквально 3 месяца. Я вот вернулся, все изучил, там все нововведения. И опять я здесь. Поэтому вот так. Ну и я, скажем так, за эти 3 месяца, пока отсутствовал, скажу вам, что я в целом приятно удивлен этим нововведением. Ну и давайте обо всем еще раз по порядку. Итак, кристаллы. Что это такое и для чего нужны? Давайте сначала разберемся, где их добывать, эти кристаллы. А добываются они в кузнице. Здесь вот появилось новое окошечко Grind. Жмем сюда. И, собственно, любую вашу вещь, которую вы скрафтили, можно разложить на эти самые кристаллы. Здесь сразу, не отходя от кассы, вам даю лайфхак. Вот ремни, вот эти War Belt, они прям значительно дороже любых других вещей стоят. Да? Вот смотрите, например, мы пробуем разложить War Belt, и нам за него дают 43 470 кристаллов. Да? Ну, давайте для эксперимента попробуем что-нибудь. Ну, вот что, давайте попробуем, ну, какой-нибудь, давайте, равносильный меч. Я вот сейчас достану свой какой-нибудь. Ну вот давайте даже попробуем, ну вот меч 4-го, ну давайте вот этот вот, да, меч, хороший меч в целом, и за него дают, смотрите, 16 тысяч, хотя меч по уровню, ну, довольно-таки неплохой, да, вот меч даже 1-го уровня, давайте на него посмотрим. 1-го уровня, то есть это 2 единицы, то есть мечей, это 34 тысячи, а здесь за один ремень сразу 43. Поэтому очень и очень выгодно. Вот, если у вас есть ремень вот такой 3-го уровня, то это сразу просто кладезь. Ну вот меня предупреждают, что я его ношу, ну ничего страшного, сразу 305 тысяч кристаллов. То есть, ну, в общем, ребят, вот эти War Belt очень выгодно, то есть их или можно на рынке покупать там за 1, если вам повезет, или за 2 монетки и их менять на кристаллы, либо производить самостоятельно и их менять, значит, это гриндить на кристаллы. Таким образом получать эти кристаллы. Теперь для чего они, собственно, нужны? Давайте по порядку разбираться, для чего нужны кристаллы. И первое, это вот здесь в компании. Я извиняюсь опять за тормоза, потому что на Mac, к сожалению, клиента нет. Мне приходится запускать через костыль. Из-за этого немножко чуть-чуть вот у меня лагает. То есть, смотрите, для чего нам нужны кристаллы? А вот здесь, когда мы, например, какого-то босса долго не можем пройти, набиваем 200 попыток, вот здесь, да, 200 попыточек, и нам дают вот здесь вот баф выбрать, да, то есть вот мы 200 попыток набили, у нас эта кнопочка становится активной, и теперь нам можно вытащить бафы, да, или 5 за 142 тысячи кристаллов, или 10 за 285, но здесь дают гарантированно самый топовый кристалл, то есть они тут, видите, у них есть градация, Б это самый, скажем так, слабые бафы, А чуть-чуть посильнее, и вот эти вот со значком С это вот супер-супер бафы, да, вот, ну и когда мы делаем, и они, естественно, случайным образом нам падают, вот, допустим, 5 дергаем, да, ну, тянем 5 бафов, и нам их в случайном порядке 5 штук накидывают, и мы из них потом выбираем там 1 или несколько бафов, которые нам применить вот именно для этого босса в этой битве. Вот, а здесь, ну, то же самое 10, но уже нам дают супер баф гарантированно. Здесь тоже лайфхак, ребят, я вот на этом уже обжегся, вот дошел там до своего там 216 уровень. Думаю, сэкономлю-ка я кристаллы, потяну вот это вот 5 раз. Потянул 5 раз, мне дали там такие бафы слабенькие, что я не смог пройти этого босса. Я потянул 2-й раз, потому что у меня было около 300 тысяч там этих кристаллов, можно было вот это потянуть, получить гарантированно эску, и я бы этого босса прошел. Нет, я хотел сэкономить, в итоге потянул 2 раза вот эту, эска мне так и не выпала, выпали только ашки максимально, ну и 2 этими ашками, короче, я этого босса не прошел. Ну, теперь вот коплю заново 300 тысяч кристаллов, чтобы получить еще один баф и пройти этого босса. Ну, в общем, вот такая вот, ребят, штука. Ну, вот мой вам совет, моя рекомендация, сам на этом обжегся. Не экономьте кристаллы, если босс сложный, если он там
тяжело идет, то сразу берите по максимуму. Поэтому вот так вот, да, 218 вот у меня уровень. Ну, то есть, и в целом, это разработчики сделали для того, чтобы новичкам и игрокам там среднего уровня, да, которые там без доната и так далее играют, чтобы у них была возможность проходить более уровневые стадии. Потому что была проблема, помню я в апреле, большая проблема, что куда-то утыкаешься и все. Или там вноси копейки там какие-то хорошие, да, покупай там хороший шмот и двигайся дальше. Или просто какие-то там, ну, очень много надо было времени, чтобы там скрафтить какую-то шмотку за бесплатно и двинуться на уровень дальше. Сейчас это вот как бы все вот благодаря этому бафу стало проще. То есть, ну, вот давайте по бафу итог подведем. 200 раз бьетесь, это в принципе не так много, быстро достигается. Получаете баф, его используйте, прям хорошие вот эти S-бафы, хороший баф дают, и проходите босса. Ну, естественно, вы тоже должны быть, ну, хотя бы там какую-то силу иметь, чтобы, потому что если босс будет там на много голов сильнее вас, все равно вам даже и баф не поможет. Но в целом схема вот такая. Дальше, кристаллы. Для чего они еще нужны? Еще одна хорошая штучка, у них есть применение, это при крафте шмота. Вот смотрите, во-первых, вы можете, если вам какого-то ресурса не достает, еще вам эти кристаллы понадобятся на разблокировку рецептов. То есть я вот 3 месяца не заходил, зашел, и тут с меня что-то там, чтобы мои вот рецепты разблокировать, которые у меня и до этого открыто было, там, ну, около 1 000 000 кристаллов потребовалось. Мне пришлось там все свои ремни разложить, да, на эти кристаллы, плюс еще там я покупал на рынке эти ремни и так далее, и так далее. Да, вот сейчас я вам покажу. Вот здесь я не открывал. То есть, ну вот, маленькие рецепты стоят мало этих кристаллов, а чем дальше, тем больше. Эти я еще не разблокировал кольца, поэтому не стал кристаллы тратить. Вот подвязочки не разблокировал, а вот ремни, броню и мечи уже разблокировал. Итак, в общем, смотрите, что еще можно, куда их использовать. Если вам, допустим, какого-то ресурса не хватает, то можно, например, вот так вот, ну, у меня вот здесь есть, да, вот смотрите, на премиум тоже есть, да? Так, ну давайте что-нибудь другое посмотрим, чего у меня не хватает. То есть можно заплатить как бы кристаллами за недостающий рецепт, да? Тут, так. Тут у меня... Вот, видите, у меня вот этих не хватает, я могу там 16 200 кристаллов дать, и все. И как бы мне не надо. Это хорошо, конечно, это будет с желтыми кубами на поздних уровнях, кто играет, да. Ну и новичкам тоже в плюс, там, допустим, каких-то ресурсов не хватает, выносливости не хватает, можно как бы вот заменить, скрафтить. И вот еще, смотрите, хорошая фишка здесь, вот здесь, когда ты крафтишь 8 раз, и тебе не попадается вот эта вот звездочка, да, тут можно за эти же кристаллы гарантированно получить вот эту вот звездочку, ребят. Честно сказать, я еще сам не пользовался, я жду, когда у меня откроется меч, я хочу скрафтить хороший меч, вот этот вот меч, мне надо для этого 220 уровень пройти вот здесь вот, да, и вот этот меч я буду крафтить. Вот, к сожалению, сейчас Пандора у меня отключилась, я бы вам показал этот меч, потому что на большое обновление какое-то сегодня опять игра обновлялась, и Пандору еще не успели обновить. А так у меня обязательно премиум версия Пандоры, потому что идет арена. Про арену немножко я попозже расскажу. Ну, в общем, крутая штука, обязательно, ну, на мой взгляд, крутая, потому что раньше, чтобы получить эту звезду, это надо было, наверное, или прям быть везучим, или крафтить, наверное, год. Ну, вот если хорошую там шмотку высокоуровневую, вот. Поэтому я вот сколько до этого крафтил, по крайней мере, 2 месяца вот эти вот куртки 170 я крафтил, мечи крафтил, там еще, что-то не помню, подвязки, кольца крафтил толпами, да, и ни разу мне не выпадала звезда, да, вот это вот улучшение, да, спел. Вот, ребят, так, ну, про кристаллы вроде бы все про кристаллы, давайте двигаться дальше. Следующее нововведение, хорошее, которое мне понравилось, это арена. Сейчас я не буду заходить, она будет долго грузиться, так вам расскажу. В общем, сейчас арена длится не 2 недели, как раньше, а длится всего 1 неделю. И промежутки между тем, как обновляются тикеты, стали больше. Сейчас они там что-то около 16, по-моему, или 12 часов. Ну, в общем, большие промежутки стали. Раньше были по 8 часов, то есть не успеваешь, только вроде одну отгонял, потом следующее. Еще хорошо бы надо под конец, да, сливать свои токены, точнее, тикеты. А под конец опасно, потому что может просто все зависнуть, и ты свои тикеты не используешь, как это у меня было, собственно, за что я и на игру разозлился. То сейчас промежуток гораздо больше, ну, как бы комфортнее стало играть. Не надо там ставить будильник на 4, там на 5 утра, чтобы это все дело отыграть и так далее. То есть, ну, можешь играть на удобное для себя время. Вот, это раз.
И второе нововведение в арене, теперь тикеты можно покупать. Стоят они недорого, я вот, к сожалению, начал играть уже в арену где-то на второй день, опять один день пропустил. Сначала думаю, ну ладно, попробую, потому что там обычно, если один день пропустил, все, шансов там какое-то место занять 0. А здесь я просто там мне обошлось где-то 4 там токена, и я купил там что ли 9 или там 10 этих тикетов, и раз всех догнал. То есть, понимаете, если ты даже где-то там твоя транзакция на блокчейне не пришла, или ты проспал, или еще что-то случилось, ты всегда можешь за недорого, там начиналось с 0,005 токена за один тикет, ну и потом, чем больше покупаешь, тем дороже, вот, и я там дошел сейчас уже, по-моему, на 10 или на 11 раз 0,3 токена за один тикет докупаешь. Ну, на мой взгляд, это тоже очень хорошо, потому что, ну, вот раньше прям для меня было напряжно арену играть, прям я вот психанул на последний раз и все это бросил, все это дело. Вот, теперь вот такая штука, но понятное дело, что там за час, где-то, я думаю, там за полчаса до конца арены все начнут тикеты покупать и просто толпами заливать, то есть, ну, уже без этого, тоже уже без дозакупа тикетов, уже тоже приличное место теперь не займешь. Я думаю, что даже и неприличное не займешь, потому что, ну, стоят они реально пока что дешево. Ну, что такое там 0,05 токена, когда сам токен стоит там 10 центов, да, то есть это там, не знаю, в общем, очень дешево. Но чем больше, тем дороже. Ну, я вот планирую, видите, 7 токенов оставил. Я вот планирую где-то последний час до конца на все эти токены. Взял специально арену, премиум Пандору, чтобы сразу по 8 можно было бы тарабанить. И вот прям на все 7 токенов по 8 попыток буду заливать. Ну, кому интересно, пишите в комментариях, потом запишу видео, поделюсь своими результатами. Ну и вообще пишите в комментариях, кому это интересная игра, есть ли среди моей аудитории те люди, которым эта тема интересна, вообще стоит ли мне про эту игру снимать в дальнейшем видеоролике. Ну, мне она нравится лично, и я считаю, что она довольно-таки перспективная, когда она выйдет в мобильной версии, когда сделают полноценный клиент для Mac, когда вот это все оптимизируют, я думаю, что она, ну, довольно-таки хорошо стрельнет, да, ну и лично я планирую купить, то есть у меня вот уже в стейкинге 500 есть, да, вот этих вот NCG я застейкал, ну и вот сейчас, думаю, до 5000 тоже догоню на перспективу, как бы, ну, пусть будет, как говорится, пусть будет. А, вот мне еще 50% кристаллов дают, оказывается, бонусом, поэтому я вам показывал там с ремнем 43 тысячи, если у вас будет меньше, не удивляйтесь, потому что у меня, оказывается, видите, то, что я 50 NCG застейкал, 500 NCG застейкал, есть небольшой бонус. Так, ребят, ну вот, в целом по арене все по нововведениям, давайте двигаться дальше. Ну и последнее нововведение, про которое я вам сейчас хочу рассказать, это вот добавили шестой мир. Видите, у меня он пока закрыт замочком, я пока на 5-м мире. То есть мне еще, в принципе, до 6-го далеко, но уже какой-то стимул есть. Уже опять появляется какой-то интерес. Потому что раньше мне оно как-то поднадоело. А сейчас вот как-то новые шмоточки уже появляется возможность, да, там какие-то скрафтить более-менее хорошие, да. И я понимаю, что у меня сейчас прогресс пойдет побыстрее, там до 250 уровня я дойду побыстрее, да. И вот как-то стало поинтереснее, а там 6-й мир, посмотрим там, что будет. В общем, такая хорошая штука. Давно ее обещали, этот 6-й мир, и вот наконец-таки внедрили. И еще вот смотрите, ивент запустили, вот сюда заходите, ивент, и здесь можно проходить, ну их тут всего 20 стадий, в общем, их проходите, и вам дают вот такие вот материалы разные, плюс можно выиграть вот ускоритель, точнее этот, как его, энергию, да, банку с энергией, плюс ускоритель часики, и вот эти вот материалы, из которых потом можно скрафтить довольно-таки неплохую еду, которая прям хорошо усиливает, да. Вот я вам сейчас покажу, что тут можно скрафтить. Вот здесь вот event item. Можно скрафтить, например, вот такую вот штучку, которая дает 3600 еды и сразу 202 атаки. Вот у меня уже есть аж на 3 таких, да. Я вот сейчас закончу свои, видите, я тут ремни крафчу, а вот надо одну запустить. Ремни крафчу, чтобы кристаллами разжиться, вот, потому что покупать не хочу. 7 монеток я оставил на
арену. И вот прям хороший баф. И это тоже все сделано для того, чтобы можно было пройти босса подальше, повыше уровнем достичь и так далее. То есть банка с энергией тоже хороший бонус, потому что ну, там и материалы идут, и опыт идет, и все идет. Ну, как бы она в целом экономит время. Ну, в общем-то, наверное, все я сказал, да. Ну, и в целом, ребят, ну, я доволен обновлениями, в общем, залетел заново в эту игру, и как бы мне заново все интересно. Ну, в общем, кто не заходил, смотрите, если вам такой жанр по душе, то залетайте, ссылочку там на регистрацию, на все я как обычно оставлю. Посмотрите прошлые мои видео, там тоже много информации, там про крафт и так далее. Кто уже в игре, ну, надеюсь, вам будет что-то полезное из того, что вот я сам подчеркнул и с вами поделился. На этом, друзья мои, все. Всем пока, до встречи на игровых полях.